Вот это мечта, друзья. Это мечта моя как блогера, потому что я очень долго хотел отснять Scania 3 серии в отличном состоянии. В России я такую машину найти не смог. Замученную помойку я снимать не хотел, извините за выражение. И вот случилось, друзья, мы в Турции, город Самсун, и мы снимаем в оригинальной комплектации, в оригинальном состоянии, кроме окраски, Scania 3 серии с двигателем V8 мощностью 450 лошадиных сил. Комплектация Streamline, и нам помог в этом Али, это блогер турецкий, ссылочку на него я оставлю в описании, огромное ему спасибо. Мы очень интересно общаемся, он не знает русский, я не знаю турецкий, но вот как-то жестами через переводчик мы общаемся. Ну давайте, ладно, к машине, на ребят, естественно, ссылки я оставлю обязательно. Scania 3 серии, друзья, очень кратенько, не буду утомлять вас какой-то там углубленной историей. Машина начала выпускаться в конце 80-х годов. Она пришла на смену Scania 2 серии. По внешке она не сильно изменилась, но при этом салон претерпел кардинальные изменения. Ну, а в данном случае у нас Scania 3 серии в версии Streamline. Что такое Streamline? Это первый, наверное, продукт из грузовиков большой европейской семерки, когда производители озаботились снижением расхода топлива. И один из самых главных элементов, который влияет на этот самый расход топлива, это, конечно же, сопротивление воздуха. И поэтому машина стала более обтекаемой, например, от Scania 3 серии первых лет выпуска. Здесь отличает другая фальшрадиаторная решетка, она здесь сплошная, то есть заходит на боковины. Изменилась облицовка фар и стал вот таким обтекаемым бампер. Эта машина полностью в оригинале. Единственное, что вот здесь немножечко, как хозяин машины сказал, был покоцан угол правый. Единственное, что в этой машине менялось. Остальное абсолютно все в оригинале. Пробег машины всего 400 тысяч километров. Что касается Streamline, то комплектация Streamline, я даже машину не трогаю, друзья, стараюсь не трогать, чтобы не оставить жирные отпечатки. Комплектация Streamline начала выпускаться в 1991 году, и уже буквально через полгода, через год более половины объема продаж Scania 3 серии магистральных грузовиков приходилось именно на эту версию. Ну и кроме передней облицовки фары бампера, конечно же, здесь появились удлинители дверей, закрыто крыло. И вот благодаря вот этим, казалось бы, ну что, как это может повлиять? Машина 40 тонн весит полностью, да, как это могло повлиять на расход топлива? Тем не менее, минус 12%. Минус 12% к расходу топлива благодаря всего лишь немножечко доработанной аэродинамике этого грузовика. Да, и, конечно же, я очень часто стебусь и прикалываюсь над Scania, над фанатами Scania, но это добрый стёб. На самом деле, я очень люблю грузовики этой марки. Я считаю, что Scania 3 серии на рубеже 80-х, 90-х это был самый крутой грузовик. Мы еще не лазили в салон. Если вот сравнивать, например, салон Scania 3 серии, салон Мерседеса того времени, салон Мана того времени, да любую европейскую марку берете, и Scania это просто космический корабль, это Мерседес S-класса того времени. И долгое время Scania была самым топовым грузовиком Европы. Но при этом Scania, Volvo, MAN, они бодались достаточно продолжительное время, например, V8. V8 это была одна из важнейших вех в истории грузового транспорта Европы, потому что в конце 60-х годов, а именно в 69-м году на франкфуртском автосалоне компания Scania представила V-образный 8-цилиндровый дизельный мотор, который развивал на тот момент 350 лошадиных сил и 1250 ньютонов на метр крутящего момента. Сейчас, конечно, такая цифра, что 350 лошадиных, что... Тогда магистральные грузовики в Европе ездили, там мощность 180, 190, 200, ну 250, там самые четкие тачки были.
И тут Scania выкатывает сразу плюс 100 лошадиных сил к самым мощным грузовикам того времени, 350 лошадок. Это была умопомрачительная мощность, при этом крутящий момент развивался в зоне довольно низких оборотов, там в районе 1500, по-моему. И почему этот мотор? Почему сканиевцы решили сделать V8? Почему не стали развивать рядную тему? На тот момент, напомню, что у Scania был 11-литровый рядный 6-цилиндровый силовой агрегат. Но если делать рядный 8-цилиндровый двигатель, то это, соответственно, очень большая дура, очень большая чушка получается. А V-образный мотор, он более компактный, он даже меньше, чем V6 в длину, он ниже за счет того, что у нас идет 90 градусов развал блока. Сканиевцы вот остановились на этом параметре, да, в какое-то время они пытались немножечко модернизировать, делали угол меньше, в районе 70 они пытались сделать. Но, конечно же, V8, который появился в 1969 году, был объемом всего 14 литров. Этот силовой агрегат имел по 2 клапана на цилиндр, ну, сейчас уже 4 клапана на цилиндр, уже там впрыск мочевины, ЕГР и прочие хитромудрые прелести. И сейчас у Scania уже более 16 литров рабочий объем двигатель. Причем Scania на данный момент единственный производитель большой европейской семерки, кто ставит на свои гражданские грузовики V-образные моторы, потому что все остальные производители от них отказались. Mercedes, который раньше ездил только на V-образных моторах, это мы берем тяжелую линейку, соответственно, это 402 моторы известные, в общем, 6-цилиндровые, 8-цилиндровые дизели, они были V-образными. И вот сейчас, на данный момент, Scania осталась одна с V8. Кстати, что интересно, несмотря на то, что Scania 3 серии перестала выпускаться еще аж в прошлом веке, они по сей день продолжают исправно трудиться и возить грузы, что еще раз доказывает, насколько удачной получилась конструкция этих грузовиков. Более того, в объявлениях о продаже поддержанных сидельных тягачей Scania 3 серии по-прежнему довольно много. И несмотря на возраст этих грузовиков в 25-30 лет, цены низкими на них не назовешь. В среднем 3 Scania в комплектации Streamline продаются по цене от 600 тысяч рублей. Но есть и более дорогие варианты, например, как вот этот угольно-черный аппарат из Саранска с мотором V8, за который просят 1 миллион рублей. Ну а для того, чтобы посмотреть этот и другие грузовики Scania, ставь видео на паузу и переходи по ссылочке в описании на Авто.ру, где вас ждет подборка на грузовики Scania 3 серии. Ну а затем мы продолжим. Напомню, почему остальные производители отказались от V-образных моторов. Дело в том, что когда постепенно идет ужесточение экологических норм, то очень сложно делать там систему рециркуляции отработавших газов. Сложнее это все наверчивать на мотор, это утяжеляет мотор, это удорожает мотор, это много лишних деталей. И остальные производители просто решили забить на это дело и отказались от V8. Но сканиевцы единственные не пошли на поводу эффективных манагеров и решили, что огромное количество перевозчиков, и это действительно так, которые занимаются бизнесом перевозок не потому, что они просто хотят заработать денег, а потому что они хотят зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. Кстати, был такой интересный момент. На одной из презентаций одной европейской компании, не буду ее называть, один из высокопоставленных, скажем так, работников, ну, один из директоров компании заявил такую вещь. Я его спросил, а почему вы, слушайте, отказались в своем новом поколении нового грузовика, ну, вот от таких вот финтифлюшечек, которые очень ценили перевозчики-частники. И он сказал, ну, что-то в духе, что нафиг нам эти частники, у нас есть крупные перевозчики, у которых крупные парки, и им вот это вот нафиг не надо. И для них это не имеет никакой ценности. А вот сканиевцы показывают, что они ценят именно тех людей, тех клиентов, которые любят грузовики и занимаются перевозками, как я уже сказал, не только для зарабатывания денег, но и для того, чтобы получать удовольствие от процесса работы, от грузовиков, на которых они, собственно, перевозят грузы. И вот Scania — это, скажем так, на данный момент единственный производитель грузовиков из Европы, который ценит перевозчиков-частников.
Машина 96-го года выпуска. Машина ездила изначально в Турции. И на данный момент, говорил или нет, пробег всего 400 тысяч километров. Ну, во многом благодаря еще и этому машина сохранилась в идеальном состоянии. Да, кстати, лобовое стекло здесь родное. То есть вот машина, как в 96 году вышла с конвейера, собственно, она до сей поры, до 2022 года дожила с родным лобовым стеклом. Собственно, и под капотом здесь тоже все в идеальнейшем состоянии, в отличнейшем состоянии. Напомню, что многие, кто реставрируют грузовики, они делают снаружи оболочку красивую, классненько все это подкрашивают, но стоит там заглянуть под кабину или стоит открыть капот, и там все очень грустно и печально. В данном же случае в идеальнейшем состоянии радиаторы, радиатор системы охлаждения двигателя, радиатор интеркулера. В данном случае у нас идет пневматическая подвеска кабины. Подвеска, естественно, здесь четырехточечная, с интегрированными амортизаторами. Для многих, кстати, является откровением, даже для тех, кто давно ездит на грузовиках, что а это что внутри? Не просто какая-то там стойка, кронштейн, это еще и амортизатор. Да, друзья, представьте себе, внутри стоит амортизатор. Я не знаю, почему для многих это является откровением, но вот это так. Маслозаливная горловина для того, чтобы долить масло в двигатель. Здесь же у нас имеется щуп. Фары здесь тоже родные. Фары с момента выпуска машины как были, они так и есть. Собственно, почему эта машина так ценится, почему Юмит ее так ценит? Потому что это оригинал. Это янгтаймер. То есть у легковушечников есть понятие олдтаймер и янгтаймер. Олдтаймер — это прям совсем старые машины, а янгтаймер — это машины, которые еще вот 30-40 лет назад были в топе, а сейчас они уже практически в единичных экземплярах в оригинальном виде сохранились. Вот Scania, вот эта Scania тоже янгтаймер. Оригинальное состояние, и через 10, 15, 20 лет она будет стоить очень и очень много денег. Ну, собственно, не для этого эти машины держат в таком состоянии, а для того, чтобы получать удовольствие от осознания, что ты просто обладаешь такой тачкой. Здесь откидываются ступеньки, то есть для того, чтобы помыть лобовое стекло, нужно отогнуть ступеньку. Далее, да, вы помните, да, что в 4-м поколении у нас появилась уже скамейка, на которую можно было присесть, на которую можно было положить плитку и на которой готовить. И вот, скажем так, это предтеча скамейки. Здесь находятся пальцы буксировочные. Палец буксировочный, точнее. Вот. И так как машина сделана максимально обтекаемой, что для начала 90-х было еще пока в новинку, только потом уже, когда вышла Volvo FH, сменив F-ку, они тоже озаботились аэродинамикой. Естественно, промышленный шпионаж никто не отменял. Вот. И Volvo FH получилась тоже очень экономичной, во многом благодаря тому, что они сделали машину обтекаемой. Но, что интересно, Volvo, сделав FH, они сократили очень сильно жизненное пространство в кабине из-за заваленных стоек лобового стекла. Да, с точки зрения аэродинамики это классно, но при этом водители страдали. Вот это вот знаменитое место для удара головой, когда водители, которые не работали еще на Volvo FH, забираясь в кабину, постоянно ударялись головой о низко висящий ящик, который располагался над лобовухой. Да, и потом в итоге вольвовцы все-таки вернулись к практически вертикальным стойкам, умудрились сделать аэродинамику такой, чтобы при этом стойки были вертикальные, чтобы не сжиралось место в салоне грузовика. По передней подвеске, естественно, балка. Естественно, в данном случае у нас идут рессоры и, конечно же, барабанные тормоза. Scania — единственная из производителей европейских грузовиков, которая долгое время выпускала грузовики с барабанными тормозами, в основном с барабанными тормозами. Если там в 90-х уже практически все перешли на дисковые тормозные механизмы, то Scania уже в 21 веке продолжала клепать грузовики на барабашках. Нет, можно было уже заказать и дисковые, и барабанные, но чаще все-таки народ предпочитал барабанные, в частности в России, потому что условия эксплуатации чуть более тяжелые, чем в Европе, а барабанные тормоза менее подвержены абразивному износу, нежели дисковые тормоза. Все-таки у нас дорожки грязненькие, много песка, грязи, соли. И, ну, им, собственно, если не ухаживать за дисковыми тормозными механизмами,
механизмами, то они в ремонте будут просить достаточно много денег, в отличие от барабанов. Но не значит, что за барабанами тоже не надо следить, друзья. Машину надо обслуживать. Машину нужно держать в приличном состоянии, какая бы она ни была. КамАЗ, МАЗ, Скания, Вольво, неважно. Далее. В данном случае у нас машина колесной формулой 6х2, то есть ведущая ось по центру, а вот это, друзья, у нас ленивец. Ленивец, как вы видите, подъемный. Машина полностью упакована на легкосплавные диски. Этот стиль в России, к сожалению, только-только зарождался тюнинг грузовиков. И вот эти ребята вообще огромные молодцы, которые занимаются тюнингом грузовиков, несмотря на то, что трудно достать какие-то детали, это дорого, в конце концов, заниматься настоящим нормальным тюнингом, не колхозингом, а именно тюнингом. Но, тем не менее, такие ребята есть. И вот эта машина, это называется голландский стиль, Holland Style. Боковые обтекатели в комплектации Streamline, они были по умолчанию. Но единственное, что с завода крылья не красились, это уже Юмитс красил сам. Ну и, конечно же, Holland Style не может быть без такого бампера. Да, у меня была фантазия сделать точно такой же бампер, сварить. Он здесь алюминиевый, чтобы он был максимально легким. Ну, вот представьте, да, если такой железный бампер своять, сколько он будет весить, и это беда, кронштейны будет отрывать. Кстати, в Турции дороги весьма и весьма неплохие, поэтому с таким обвесом ездить можно. Но не этой машине. Как напомню, это уже музейный экспонат, это Youngtimer, эта машина стоит у Юмита перед его офисом, и она просто украшение. Да, собственно, как я эту машину увидел, я просто ехал по трассе, я увидел эту Сканию. Вот эти хромированные выпускные трубы, этот V8. Я сейчас постараюсь ставить видео, просто послушайте, как он звучит. Так как у нас колесная формула 6х2, с той стороны висит аккумуляторный ящик, то для бака здесь места не особо много, и поэтому бак относительно скромного объема, учитывая, что здесь 14-литровый V-образный 8-горшковый мотор. Закончим техническую часть тем, что подвеска, конечно же, здесь пневматическая, но на полурессорах. Для стран, скажем так, с плохими дорогами это не очень хорошо, потому что частенько в местах крепления кронштейнов полурессор трескалась, лопалась рама. Кстати, рама не очень коррозионно-устойчивая, и в России огромное количество Скани ездит с кривыми документами, потому что сгнивает вин на раме, и у людей после этого возникает куча проблем с регистрациями, со снятием с учета машины, вот как раз из-за того, что выгнивает вин. Ну и плюс полурессорная подвеска с точки зрения комфорта, она очень сильно проигрывает четырехподушечным системам. Ну что, друзья, теперь самое время залезть в кабину и наконец-то посмотреть, как выглядит Scania 3 серии внутри. Итак, здесь ручка под естественный хват. Открываем. Напомню, что вот это все оригинальное, кроме краски. Вот так здесь все это выглядит. Обшито. Ну, здесь уже, конечно, не заводская обивка. Причем Юмит говорит, что он купил вот эту обшивку салона в Европе. Он не смог найти обшивку в хорошем состоянии оригинальную, и поэтому пришлось вот такие чехольчики везде затянуть. Ну, в принципе, в тюнинге это повсеместно встречающаяся штука, когда ставят другой салон. Под алькантару коврики. Сейчас мы разуемся, чтобы здесь ничего не пачкать. Зашиты также поручни, ручки, которые помогают нам попасть в салон грузовика. Итак, сейчас я разуюсь. Опа. Так, на ступеньке оставляю кеды и погнали. Да, здесь, кстати, даже педали имеют чехольчики. То есть все так заботливо укутано. Закрываем дверь.
Итак, зеркала. Зеркала здесь, корпуса тоже окрашены. Стекляшка, кстати, тоже родная, такая, как и выходила с завода. Большой руль. Сейчас у грузовиков рули гораздо компактнее. Но тогда баранки все были большие. Почему большие баранки раньше были? Потому что либо в грузовиках раньше вообще не было гидроусилителя рулевого управления, и передаточное число было такое, что можно утром начать крутить руль от упора до упора и к обеду закончить. Когда уже появились гидроусилители, высокопроизводительные гидроусилители, к которым мы все привыкли, рули стали меньше в диаметре, и, соответственно, количество оборотов от упора до упора стало меньше. Ну, а здесь, несмотря на то, что гидроусилитель работает вполне себе ничего, но руль по традиции был большого диаметра. Когда появилась в конце 80-х вот эта приборка под общим пластиковым стеклом, скажем так, вот эти приборы, уровень топлива, давление масла, соответственно, напруга, температура охлаждающей жидкости, давление в контурах пневмосистемы, тахометр, спидометр. И вот когда вот эта концепция и приобнимающая тебя торпеда, это, конечно, было что-то невероятное. Это был космос, вы представляете? V8 и вот такой салон. Это была машина-мечта. И именно тогда, как Scania называли King of the Road, это было недалеко от истины. Ну и плюс компании между собой всегда соревновались, кто сделает грузовик круче. Помните, вот эта вот надпись «Супер», которая часто встречается на Scania, она пошла с тех времен, когда Scania поставила на свои двигатели турбонаддув, и вот эта надпись «Супер» означала, что двигатель имеет турбонаддув, и это было «Вай, как круто». Например, Volvo в свое время усовершенствовала систему впуска и добавила туда еще промежуточный охладитель, который называется интеркулер. И вольвешники написали у себя там интеркулер. В общем, Scania супер, Volvo интеркулер. В общем, вот такие были золотые времена. Вот эта кнопочка заведует блокировкой дифференциала, и она имеет вот такой предохранитель специально для того, чтобы случайно не нажать, потому что если вы поедете по асфальту с заблокированным дифференциалом, то вы, собственно, раздраконите себе редуктор. Мост в ремонте очень-очень дорогой, поэтому здесь вот защита от дурака и защита от случайного нажатия, естественно, присутствует. С этой стороны подъем ленивца, управление внешним освещением и, конечно, регулировка яркости приборки. Далее, что у нас здесь есть? Далее у нас спальник, конечно же, вышито V8, чтобы лишний раз напомнить о том, какой здесь стоит мотор. И снизу вот такой спальничек. Столик. Здесь лежат бумажки, документы и, конечно же, рычаг механической коробки передач. Роботов тогда еще на Сканиях не было. Роботы пошли уже чуть-чуть попозже, на Скании 4-й серии. Друзья, я думаю, наверное, заканчивать стоит нам вот этот коротенький обзор. Ездить на этой машине, к сожалению, мы никуда поехать не можем. Прицеп зацепить тоже, потому что это, друзья, еще раз напомню, эта машина уже экспонат. Это уже музейный экспонат, это янгтаймер, и машина отреставрирована и сделана, чтобы она вот стояла, радовала глаз. На этом, друзья, все. Традиционно дизлайк, отписка. А пока всем пока.